Привет! В моей маленькой мастерской большое прибавление. Купил я таки себе рейсмус, долго выбирал, на форумах спрашивал, какой лучше купить. Хотел комбинированный сначала купить, зубр, на зубр смотрел, на ставр смотрел. Спрашивал и в группах в Фейсбуке, созванивался и списывался с мастерами. И все мне говорили, что лучше купить вместо комбинированного, лучше купить два раздельных. Вот, аргументы приводили весомые, и я решил все-таки купить отдельно стоящий рейсмус. Благо Макита она себя зарекомендовала, очень чистый рез, после него даже можно не шлифовать. Но я это уже оценил. Забавно, что сейчас, выложив видео про пугование с помощью рейсмуса, получил интересную обратную связь. Сейчас все, кто пишет, все говорят, зачем ты купил отдельно стоящий, нужно было брать комбинированный. Забавно. Вот. Но насчет своего выбора я нисколько не жалею. У всех комбинированных станков есть определенный недостаток. У всех. Это ширина строгания. Да, сейчас, например, мне бы за глаза хватило 20 ширины, то на будущее не факт, что мне хватит даже 300, как на этом. В общем, еще раз повторюсь, пока что я не пожалел. Купил я его у одного доброго человека, я купил не новый, купил немного БУ. Как мне объяснил этот человек, что пользовались им очень мало, и по следам эксплуатации видно, что он практически новый. Единственный здесь недостаток — штанги направляющие, они в коррозии. Видать, стоял станок в каком-то влажном помещении, и они успели покрыться ржавчиной. Но я думаю, что это на производительность нисколько не влияет. Если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, это как-то с этим надо побороться, может быть, как-то это почистить, отшлифовать или еще что-то сделать. В общем, если на работоспособность влияет, напишите, пожалуйста. Я хочу поделиться, как я решил проблему пылеотведения. Дело в том, что у этого станка нестандартный выход — система стружкоотвода. Сразу скажу, стружкоотвода у меня пока еще нет, и покупать я его не планирую. Но когда я все-таки решусь это сделать, а это рано или поздно все случится, мне придется решать проблему с переходником. Но нужно будет решать его в большую сторону, потому что, как правило, шланги, рукава, они диаметром толще. Я думаю, ни у одного у меня вопрос возникает, почему Макита сделал именно такой. Так вот, со стружкоотведением это не единственный косяк. Во-первых, рейсмус очень требовательный к пылеотведению. Стружкоотвод, если засорился, то опилки смело летят в сторону приема досок. И отсюда летят, забивается полный кожух. Когда снимаешь, там он плотненько, утрамбованный опилки. То есть, мое мнение, этот кожух можно было сделать не только так, можно было даже сделать шире, чем обычно, и много этому рейсмусу не было. Есть еще один нюанс, который хотел бы обозначить, я думаю, владельцы об этом знают. Постоянно раскручивающиеся барашки крепления стружкоотвода. С этой стороны чаще всего откручивается и норовит вылезть. Я вот думаю, сюда нужно будет какие-то гаечки придумать, возможно, граверную шайбу поставить, чтобы лучше затягивать. Так вот, почему появилась идея создания этого видео, этого ролика? Один из подписчиков спросил, как я решил этот вопрос. Что за черная заглушка, что за переходник у меня установлен. Это сантехническая муфта. Как я поступил? Взял с собой пылеотвод, поехал в магазин сантехники, начал подбирать прямо на месте. Сразу скажу, что засунуть ее в стружкоотвод история еще та. То есть пришлось немного стачивать, и чем-то я даже, по-моему, маслом смазывал, чтобы оно все-таки пролезло. Но сидит плотно. Есть, конечно, недостаток, потому что вот этот порог, который образуется, он мешает эффективному стружкоотводу. И из-за этого переходника стружка скапливается быстрее, забивается быстрее. Вывод какой? С этим рейсмусом нужно хороший стружкоотвод. Со временем он у меня, конечно, будет. Так что это временное решение. Я думаю, что ни у одного меня нет стружкоотвода, а Макита есть.
Ну, раз уж записывать ролик, надо показать всю цепочку, как у меня решена проблема чистоты в мастерской. Как-то задолго даже до создания мастерской я прикупил себе циклон. Разбирать я его не стану. Купил, я не помню, по-моему, 1000 за 2, что ли. Вот. Установка очень простая, мне хватило шпилек, и, по-моему, я просто сверлил перьевыми сверлами. В комплекте были уже резиновые уплотнители под шланги. Ну, я думаю, многие знают, как это работает. Сюда вставляется шланг от пылесоса, создается тяга. Через шланг подачи стружку засасывает, она попадает в циклон, падает на дно контейнера. Ну, в моем случае бочка. А в пылесос попадает пыль самой мелкой фракции. Те, кто будет покупать этот циклон, я сразу же скажу, что обязательно нужен обратный клапан. То есть, когда создается давление, а оно будет периодически возникать, потому что шланг все-таки узкий, он засоряется, стружка-то фракция большая. От давления бак начинает сплющиваться. У меня уже видно, что сплющен. Боролся я с этим эффектом по-разному. Я вставлял уже туда и распорки, чтобы бак не сплющивал. Ну, все, во-первых, уменьшается полезный объем бака. Во-вторых, все-таки это малоэффективно. Обратный клапан сбрасывает это лишнее давление, и все работает намного эффективнее. Покупал я его там же, где и переходник для пылеотвода Makita. Цена была, рублей 300 я отдал за все это дело. Я думаю, что можно это все изготовить самостоятельно, можно купить, наверное, готовые обратные клапаны именно для циклонов. Но хотелось все это побыстрее. Ну, я вот решил купить готовый сантехнический. Тем более, возможно, когда-нибудь откручу и пущу его по назначению в трубопровод дома. Просто засовывается рейсмус, а сюда втыкаешь шланг пылесоса. В общем-то, все просто. Ну и раз уж надо идти до конца, показать всю цепочку. Основной силовой агрегат всасывания пыли — это Керхер VD3 премиум. Премиум — это потому, что здесь розетка, и включив сюда тот же самый рейсмус, пылесос будет запускаться автоматически вместе с включением рейсмуса. Я делал на него уже обзор, поэтому, но есть что добавить. Этот пылесос собирает пыль в свои мешки, бумажные, как правило, и я скажу, что это экономически невыгодно. Если работаешь с деревом, опилок много, мешки быстро заполняются, даже с циклоном они все равно заполняются, не напасешься, как говорится. Поэтому было придумано изящное решение, благо в магазине, где продают пылесосы, они же выпускают свои мешки. Вот они. В наборе 5 мешков, по-моему, рублей 400, что ли, я купил. Тряпичный, какой-то синтетический материал. Пользуюсь я этим методом уже давно. Один я уже израсходовал, второй вот поставил, 3 еще в запасе есть. Как я это сделал? Когда у меня первый раз мешок заполнился, я его достал, отрезал здесь кромку, высыпал опилки и закрепил, чуть-чуть пару оборотов сделал и закрепил канцелярскими зажимами. Тем самым, как видно, экономия налицо. И еще хотелось сказать, те, кто собирается покупать пылесос, может быть, уже счастливые обладатели, видите, пылесос просто упал на бок и вот получился, раскололся. Кстати, это ответ на то, что в мастерской все говорят, что у меня что-то там иногда шатается в кадре. Полы здесь сильно неровные, бугры, здесь тяжко очень ужасная. Вот, хватило даже пылесосу упасть на пол и разбиться. Ну, в общем, я к чему, что корпус хоть и пластик плотный, но все-таки хрупкий. Что будьте аккуратны, не роняйте, технику берегите. Ну, собственно, все, что я хотел сказать сегодня. Очень рад, если видео оказалось вам полезно. Подписывайтесь на канал, будет еще интересное видео. Желаю всем хорошего дня.